Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Ташковка и Грачево. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе наступательных действий продвинулись на 4 километра и овладели населенными пунктами Сигнальная, Тарамчук, Еленов и Трудовое. Глубина продвижения подразделений Народной милиции Донецкой Республики в Мариуполе за сутки составила более 1 километра. Подразделения российских вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное. В течение дня 9 марта бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожено 49 военных объектов, в том числе 2 пункта управления, 6 зенитно-ракетных комплексов, 4 склада боеприпасов и горючего и 37 районов сосредоточения вооружения военной техники. Всего за время операции уничтожено 2786 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 953 танка и других боевых бронированных машин, 101 реактивная система залпового огня, 351 орудие полевой артиллерии и миномет, 718 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 93 беспилотных летательных аппарата. Остановлюсь отдельно на результатах поражения авиации и средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. К началу специальной операции в боевом составе украинских вооруженных сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов. Российскими воздушно-космическими силами на земле и в воздухе уничтожено 89 боевых самолетов и 57 вертолетов. Часть украинских самолетов перелетела в Румынию. 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя. Подготовленных украинских летчиков 1 и 2 класса практически не осталось. На сегодня фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации воздушных сил Украины. Теперь о результатах поражения средств противовоздушной обороны Украины. За время проведения операции вооруженными силами России уничтожен 137 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300, БУК-М1 и С-125. Это более 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности. Уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО. Это привело к потере боевого управления авиацией и противовоздушной обороны Украины. В настоящее время система ПВО носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации. Отсутствие информации о воздушной обстановке руководство украинских вооруженных сил пытается восполнить за счет получения данных на командном пункте воздушных сил в Виннице от самолетов Е-3А системы АВАКС-НАТО. Данные самолеты ведут круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Польши. К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России. Вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих.